23 марта на календаре – предпоследняя сводка марта. Но точно не предпоследняя сводка в целом. К чему я это говорю, поймете дальше по ходу сводки. В Курской области все еще остается пара участков местности под контролем украинских сил. Практически всю неделю линия фронта там не двигалась. И только в конце недели площадь остатков плацдарма еще больше уменьшилась со 110 квадратных километров до 80 квадратных километров. Кстати, вполне вероятно, что почти всю неделю линия фронта не двигалась как раз из-за операции в Красноярском районе Белгородской области. Это чуть более чем в 10 километрах на восток вдоль границы от Курского плацдарма. Там боевые действия идут вокруг приграничных поселков Демидовка и Графовка Белгородской области, а также Марьино Сумской области. Территория была заминирована, плюс стояли бетонные пирамидки, но украинские силы использовали инженерные машины разминирования и противоминные тралы, благодаря чему преодолевали эти оборонительные сооружения. Как я считаю, цель этих рейдов в Белгородскую область – отвлечь часть ресурсов российских сил с соседнего участка границы в Курской области, дав время основным украинским силам перегруппироваться и подготовить оборонительные сооружения в Сумской области. И как мы видим по итогу, это сработало. Видимо, армии России пришлось часть подразделений операторов беспилотников срочно направить в Белгородскую область. Поэтому продвижение российских сил в Курской области резко остановилось. Хотя, казалось, там оставалось-то всего ничего. Ожидать создания нового плацдарма, только теперь в Белгородской области, не стоит. Да и смысла в этом нет никакого, если и первый плацдарм тоже не сработал. В рейдах мы видим разную бронетехнику, в том числе, например, американские боевые машины пехоты Брэдли 47-й механизированной бригады. Кстати, еще в боях и в Белгородской области, и в Курской мы видим, во-первых, такие крупные российские беспилотники, как «Иноходец» и «Форпост», а во-вторых, работу боевых вертолетов противотанковыми ракетами по украинской бронетехнике. Все это говорит нам о нехватке средств противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия у украинских сил, действующих на этих направлениях. В Харьковской области, на Купинском направлении, российским военным удалось сделать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол, в районе поселка Красная Первая. Украинский обозреватель Константин Машевец пишет, что на этом участке фронта армия России использует тактику мелких форсирований на максимально широком фронте. В рамках этой тактики мелкие штурмовые группы пробуют по-тихому переправиться через реку Оскол, а затем закрепиться на прибрежных участках, стараясь, что называется, не отсвечивать. Потом туда же, но уже под прикрытием этой штурмовой группы, переправляются более значительные силы. И накопленными силами они атакуют ближайшие украинские позиции, пытаясь закрепиться. Так создается очередной мелкий плацдарм. Если это удается, то туда перенаправляются подразделения развития успеха, которые пробуют соединить плацдармы между собой. Можно отследить на конкретных примерах. Сначала появился плацдарм в районе поселка Двуречное. Затем появился второй в районе Новомлынска. После чего с двух плацдармов пошли друг другу навстречу и соединили их в один. Есть совсем маленький плацдарм, или можно даже сказать микроплацдарм в районе приграничного поселка Тополи. Вот, видимо, именно с ним теперь и будут пытаться объединить позиции в районе Красного Первого. В прошедшей неделе выделяется активизация обычно не самых богатых на новости участков фронта. Например, Запорожское направление молчало примерно 1,5 года. И вот на этой неделе оттуда пошли новости о продвижениях российских десантников и мотострелков в районе поселков Пятихатки и Малые Щербаки. Если что, региональной столице, городу Запорожье, атака по земле не грозит. Российским подразделениям до него как до Луны пешком. Также последние пару дней приходят новости с Лиманского направления. Там армия России продвинулась около сел Ивановка и Емполовка. Кстати, именно на Лиманском направлении ранее светились северокорейские самоходные артиллерийские установки «Коксан» под управлением российских специалистов. Теперь же они замечены на Курском направлении, где по ним ударили кассетными боеприпасами украинские силы. Скорее всего, серьезного урона в результате этого удара они не получили, так как кассетные боеприпасы не подходят для поражения бронетехники. В целом, ситуация по линии фронта достаточно стабильная и предсказуемая. Предпосылок к каким-то окружениям, масштабным прорывам, захвату важных городов не складывается. И даже в условиях того, что заканчивается март, а администрация Трампа так ни разу и не выделила нового пакета военной помощи, все равно каких-то угроз для армии Украины нету. И главное, нет необходимости срочно идти на уступки, идти на соглашение о прекращении огня на невыгодных условиях и так далее. Даже если спустя месяц-два так и не будет прогресса в переговорах, это не будет означать угрозы захвата Покровска, Славянска, Краматорска или каких-то других крупных городов.
По средам на YouTube-канале CIT проходит трансляция, где я отвечаю на вопросы. Так вот, в последние пару раз меня постоянно просили сказать что-то позитивное, а то если следить по новостям, то все плохо. Я стараюсь никогда не создавать каких-либо завышенных ожиданий, но вижу, что действительно, если следить по новостям, то ситуация выглядит куда хуже, чем есть на самом деле. Трамп и в целом американская администрация постоянно давят на Украину, комментируют события в таком духе, будто Россия побеждает, и у Украины чуть ли не последний шанс выжить – это делать, что Америка говорит. Может ли Украина в ответ, скажем так, послать Америку? Категорически не идти на какие-либо уступки? Да, может. Даже если это приведет к полному провалу переговоров и дальнейшему отказу от них обеих сторон, это не создаст условия для коллапса или крушения линии фронта. Вот этой ситуации, которая, наверное, у многих нарисовалась в голове, что либо вы идете на огромные уступки, либо завтра российские танки в Киеве, ее нету. В долгосрочной перспективе эта война неподъемна для обеих сторон. Ни одна из сторон не способна поддерживать текущий уровень конфликта годами. Я имею в виду не только деньги, но и личный состав и бронетехнику. И для Украины она более неподъемна, чем для России. По понятным причинам. У России население намного больше, да и денег тоже. Но вот крушение фронта и победа России от того, что Украина не идет на уступки по принципиальным моментам, не случится. Мы с командой на этой неделе много обсуждали потери. Но не их подсчет как таковой, а распределение по типам оружия. Большую часть войны именно артиллерия была основным источником потерь для обеих сторон. И несмотря на большое количество видеозаписей с дронов, все-таки такой перекос в сторону артиллерии был вполне понятен. Если идет группа солдат, и по ним пролетает FPV-дрон, то там максимум одному человеку станет совсем плохо, а остальных максимум немного заденет осколками. А вот если рядом с ними упадет артиллерийский снаряд, например, основного натовского калибра 155 мм, то условно в радиусе 20 метров, скорее всего, уже некого будет спасать. При этом за счет того, что на каждый артиллерийский снаряд камеру не прицепишь, для стороннего наблюдателя могло показаться, что все-таки беспилотники впереди всех. Ведь видеозаписи это больше именно с них. Судя по всему, где-то к концу прошлого, началу этого года ситуация поменялась на противоположную. У нас есть несколько источников, свидетельствующих, что теперь у обеих сторон основные потери идут именно от беспилотников. Такая перемена связана с несколькими факторами. Во-первых, за прошедшие года производство дронов сильно выросло. Соответственно, и на фронте их применяют в сильно большем количестве. Во-вторых, истощение армий привело к тому, что вместо бронетехники стала часто использоваться легкобронированная или совсем не бронированная техника, которая не защищает от осколков взорвавшегося дрона. И в-третьих, из-за того же истощения армий атаки теперь в основном проходят маленькими группами. Когда на вас едет целая колонна бронетехники с большим количеством солдат, то бить по ней артиллерией легко. А вот если там маленькая группа солдат или одна машина, то там ударить артиллерией уже сильно сложнее. Поэтому применяют беспилотники. Мы поговорили по этому поводу с военными аналитиками Робом Ли и Майклом Кофманом, которые недавно вернулись из очередной командировки в Украину. Так вот, украинские командиры рассказали им, что от 60 до 70% российских потерь происходит из-за дронов. Также в свежем выпуске военно-медицинского журнала за март этого года, выпускаемого Министерством обороны России, приводится исследование группы авторов о структуре боевой травмы. Они опросили почти 6 тысяч раненых российских солдат. И оказалось, что только 20% из них были ранены в результате удара артиллерии. А вот 75% раненых получили свои травмы в результате атак беспилотников или сброса с них боеприпасов. Кстати, об огромном количестве беспилотников говорят и фотографии с оптоволокном, появляющиеся в большом количестве в последние дни. Тема дронов на оптоволокне начала активно развиваться где-то в середине прошлого года. Сейчас обе стороны активно их применяют. И в итоге лесопосадки сплошь покрыты оптоволоконными проводами, остающимися от беспилотников. Их даже наматывают на оси автомобилей. Перейдем от темы боевых действий на фронте к теме переговоров. Вроде как, теперь обе стороны взяли на себя обязательство на 30 дней не бить по объектам энергетической инфраструктуры. Какие типы объектов входят в это понятие, ясности нету. Судя по комментариям российской стороны, нефтеперерабатывающие заводы она тоже относит к этой категории. В частности, в субботу на сайте Министерства иностранных дел России было опубликовано сообщение, в котором Украину обвинили в нарушении этого соглашения, потому что был нанесен удар по нефтебазе на Кубани. Сама Украина вроде как хочет составить и согласовать список объектов, подпадающих под такой мораторий. Также в пресс-релизе МИД обвинил Украину в ударе по газоизмерительной станции Суджа. Она находится непосредственно около одноименного погранперехода.
а чуть дальше проходит передняя линия фронта. Так что разобраться, кто именно попал по станции, невозможно. Вроде как, сама станция не функционирует еще с начала года. Газопровод, который используется для операции «Труба», приходит как раз на эту станцию. И, как мы знаем, газа в нем уже не было. Почему же станция Суджа полыхала так, словно там полно газа, честно говоря, я не знаю. Возможно, у станции есть какое-то свое мини-хранилище для балансирования нагрузки. По части объектов энергетики мне припоминается на этой неделе только один удар. Это удар по энергосистеме украинских железных дорог в Днепропетровской области. Но вот в целом воздушные атаки по украинским городам все эти дни не прекращались. Есть много погибших и раненых. При этом вопрос ударов по городам, а не просто по объектам энергетики. Такое ощущение, что на переговорах не особо обсуждается. У нашей команды есть группа волонтеров, которая каждый день составляет отдельную сводку по обстрелам, за что им огромное спасибо. И я могу сказать, что на момент записи этой сводки за эту неделю насчитали как минимум 41 погибшего и почти 300 раненых. Это по обе стороны линии фронта вместе взятые. Были на этой неделе и эффективные воздушные удары по военным объектам. Конечно, самый громкий из них – это удар по складу боеприпасов на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области. Туда прилетели украинские беспилотники модели «Лютый», которые мы уже часто встречали в других атаках по российским объектам. В результате получился такой эпичный взрыв, который обычно только в голливудском кино видишь. На авиабазе Энгельс размещаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Бомбардировщики Ту-95, в том числе конкретно с авиабазы Энгельс, часто используются для ударов по Украине. С них пускаются такие крылатые ракеты, как Х-101 и Х-555. Помните удар по детской больнице Ахмаддет в Киеве в июле прошлого года? Вот это была ракета Х-101, пускаемая с такого самолета. Последствия удара по складу боеприпасов, думаю, еще долго будут подсчитываться, но урон явно серьезный. Причем мы явно видим, что каждый раз российским силам приходилось копить подобные ракеты, чтобы потом их 2-3 дня запускать по Украине. А потом снова копить. И вот теперь придется подольше копить, потому что какой-то запас уничтожили. Судя по всему, у Украины теперь тоже появятся свои дальнобойные крылатые ракеты. В начале недели стало известно о появлении новой версии украинской крылатой ракеты «Нептун». Заявляется, что она способна поражать объекты на расстоянии до 1000 километров. Первая версия «Нептуна» летала на 280 километров. И если это правда, то для Украины это серьезный шаг в разработке вооружений. Ракеты дальностью более 300 километров запрещено экспортировать кому-либо. Поэтому настолько дальнобойные версии Украина не могла получить от кого-либо, только разработать сама. Дальше ключевой вопрос в объемах производства. Если будет возможность запускать десятки ракет в месяц, то это сильно повлияет на расклад сил. Если же это будут десятки ракет в год, то значимого эффекта не будет. Будет примерно как с ракетами «Атакамс». «Атакамс» — хорошие, качественные ракеты. Но поскольку Украине их дали за все время всего 40 штук, серьезного влияния на войну они не оказали. Сравнить новую версию «Нептуна» с «Атакамс» я не могу, поскольку из технических характеристик нам известна только заявленная дальность в 1000 километров. При этом нам неизвестна масса боевой части, ее тип, а также платформа для запуска ракеты. Вернемся к вопросу переговоров. То ли сегодня, то ли завтра состоится очередная встреча переговорной делегации в Саудовской Аравии. Причем в этот раз территориально в одном месте будет присутствовать и российская, и украинская, и американская делегации. Правда, российская и украинская делегации будут сидеть в разных аудиториях отеля, а переговорщики будут бегать между аудиториями. Такая вот челночная дипломатия. Честно скажу, я не верю, что эта встреча сейчас приведет к серьезному прогрессу в переговорах и конкретному решению, утвержденному обеими сторонами. Поэтому я и начал сводку со слов о том, что она точно не предпоследняя. 30 марта, когда я буду снова общаться с вами через экран вашего монитора, я точно не скажу, что воюющие стороны договорились заморозить боевые действия, и в итоге они остановились. Серьезный прогресс может произойти только тогда, когда американская администрация тем или иным образом заставит Путина отказаться от заведомо невыполнимых условий. А пока что Кремль продолжает манипулировать Трампом, создавая для него вымышленный мир, где чуть ли не завтра Киев может пасть, где существуют некие тысячи украинских солдат, которые окружены в Курской области. А дела у Путина идут настолько хорошо, что у них будто бы даже есть возможность в будущем претендовать на Одессу, от чего он пока готов отказаться, если международное сообщество немедленно признает Крым и 4 населенных региона Украины российскими. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами 30 марта. Пока.